grade. Вы входите в класс, например, вы идете преподавать какой-то предмет первоклассникам. And you start teaching. И вот вы начинаете их учить. And one of your students, И один из ваших учеников, maybe age 5 or 6, может быть, ему 5 лет или 6, starts causing trouble. начинает создавать для вас неприятности. Takes a little piece of paper, Берет какую-то бумажку, rolls it up, скатывает в шарик, spits in it, плюет на нее and throws it at you. и бросает в вас. What do you do as a Что teacher? вы будете делать, как учитель? You get angry? Разозлитесь? You might. Но вполне возможно, что вы разозлитесь. So remember what the Buddha said. А теперь вспомните то, что говорил Будда. Life is like a dream. Жизнь подобна сну. Things are not real. Вещи, с которыми мы воспринимаем, с которыми имеем дело, они не существуют реально. On one level, things are not real. На одном из уровней вещи нереальны. So that little spit wad that hit you in the head, И эта бумажка с плевком, которая попала вам прямо в лоб, it's not real. она нереальна. Nor is that student that threw it at you. И этот студент, который бросил у вас эту злополучную бумажку, он тоже нереален. Nor are you real. You're И not вы real. сами тоже нереальны. Everything is like a dream. Все подобно сновидению. So you can use that when you're in difficult situations. Вы можете вспомнить об этом, если вам случится попасть в трудную ситуацию, To protect you from reacting with anger. для того, чтобы защитить себя от вспышки гнева. Next slide, please. Okay. Now let's talk a little bit more about this mind or consciousness or experiencing, knowing, or being aware. А теперь давайте поговорим о том, что же представляет собой то, что мы называем словами ум или сознание, или способностью познавать, или способностью переживать. So the first main distinction is between primary minds and what we call secondary minds, or sometimes called mental factors. So mental factors and secondary minds are the same thing. Итак, первое различие, которое мы должны провести, это будет различие между первичными умами и вторичными умами, или иначе их называют ментальными факторами. So we have 6 primary minds. У нас есть 6 первичных умов, And at any moment, the mind might be one or another of those 6 primary minds. и в отдельно взятый момент времени может проявляться тот или иной первичный ум. And then we have supporting minds, И у нас также есть ум опора. which we call secondary or mental factors. Вот эти сопутствующие умы, ум опоры, это и есть ментальные факторы, их всего 51. And there are many of them. Их очень много. Sometimes we think there are 51. Иногда говорится, что их 51. So here are the 6 primary minds. Вот сейчас мы с вами смотрим на табличку, где приведены 6 первичных умов. The first 5 are associated with the senses. Первые 5 связаны с нашими органами чувств. So we have a visual mind. У нас есть ум, который отвечает за наше зрительное восприятие. So for example, not all of you, but many of you are looking at me right now. Вот, может быть, не все сейчас, но многие из вас сейчас смотрят прямо на меня. And when you're concentrating or focusing on the image of me, И когда вы сфокусированы, сосредоточены на визуальном образе, на картинке, которая присутствует перед вами, на моем образе, or anything else you're looking at, или на чем-то другом, на что вы сейчас направляете it свой goes to the взгляд, eye, то вы получаете информацию, которая сначала идет в ум, and then to the mind. сначала через глаз она отправляется в ум. And that's called the visual mind. Это называется действие визуального восприятия. It's the mind that's involved with seeing. То есть действует ум, который отвечает за нашу способность видеть. Then we have the auditory or the hearing mind. Следующий ум отвечает за наш слух, за слушание. You know, first the sound goes to the ear, Сначала звук поступает в наше ухо, and then it goes to the mind, и затем particularly звук, the hearing mind. он переходит в ум. И
И это ум, который отвечает за слуховое восприятие. And then we have smell. Далее, у нас есть ум, который отвечает за восприятие запаха. The smell comes to the nose, Запах поступает сначала в нос, and then to the mind. а потом отправляется в ум. And that's the smell mind. И это ум, отвечающий за обоняние. And then we have the same thing for taste, То же самое связано со вкусом, tongue, с нашим языком, and the palate. с нашим небом. And then to the taste mind. Информация поступает сначала туда, а затем наш ум, который отвечает за вкусовое восприятие. And then tactile or touching. И затем осязание, да, то, что мы воспринимаем на ощупь. So it feels soft, Мы чувствуем какое-то, например, мягкое, что-то, мягкую or поверхность. it feels hard, Или наоборот твердую, or it feels cold, или, например, холодную, or hot. или горячую. These are all through the sense of touch, Это все мы воспринимаем посредством осязания. which is in the skin, И эти органы осязания, ими пронизана вся наша кожа. and then that goes to the mind, the touch or tactile mind. Информация поступает сначала в эти рецепторы на коже, а затем в наш ум, отвечающий за осязание. So one moment we might be using our seeing mind, we're looking with Так our что в eyes, какой-то our eyes. момент времени мы можем задействовать наш визуальный ум, мы смотрим на тот или иной предмет. And then the bell rings, А потом звенит звонок, and we use our hearing mind и мы используем наш слуховой ум, наше слуховое восприятие to hear the ringing of the bell. для того, чтобы услышать, расслышать этот звонок, который прозвучал. And then we use the sixth one, which is called mental on this diagram. А потом мы используем шестой ум, а на этой диаграмме он называется ментальным. That's the thinking mind, Это, собственно, ум, с помощью которого мы думаем. the one that analyzes. Это то, что анализирует. So let's go through that example again. Давайте еще раз пройдемся по этому примеру. You're looking at me Вы смотрите на меня, using your visual mind. задействуя ваш визуальный ум. Then the bell rings, Потом звенит звонок, and your attention shifts to the hearing mind. и ваше внимание переходит от визуального ума к уму, который отвечает за слух, к слуховому восприятию. And then your mind shifts again Потом совершается следующий переход. to the mental mind, Совершается переход к вашему ментальному сознанию, the thinking mind that к analyzes. тому уму, который думает, который анализирует. And you think, oh, this class is finished. И вы говорите себе, этот звонок означает, что занятие завершилось. And then you think, oh, great, because I really have to go to the toilet. И вы говорите себе, как замечательно, потому что мне как раз нужно сходить в туалет. Or you think, where's my next class? Или вы начинаете думать, а какое мое следующее занятие. And then you think, oh, do I have an exam in that class? Дальше вы себя спрашиваете, может, не экзамен придется сдавать по тому предмету, который будет преподаваться следующим. And if you have an exam, you think, am I prepared? А если вам предстоит экзамен, то вы спросите себя, готов ли я к экзамену. I don't know, I may fail that exam. Не знаю, готов ли я, может быть, я получу плохую отметку на экзамене. That's the thinking mind, the mental consciousness, Это the включился ваш sixth primary mind, sixth one. Ваш ум, который отвечает за анализ, за размышления, шестой ум, ментальное сознание. Now, that sixth primary mind, Этот шестой первичный ум, which we can call mental который consciousness, мы с вами можем назвать, например, ментальным сознанием. it's the one that does the thinking, the analyzing. Это то, что отвечает за анализ, за размышление. It also has three different categories. Он, в свою очередь, делится на три категории. There's a gross one, the one on the left there, С левой стороны у нас тут на этой диаграмме грубый ум. and then there's a subtle one, the one in the middle, Затем в серединке тонкий ум. and then on the right, the most subtle. И с правой стороны наитончайший ум. So the gross one is conceptual, it's thinking, it's analyzing.
Наш грубый ум — это наше концептуальное мышление, это то, что постоянно размышляет, анализирует, думает. It's what you use when you listen to a lecture. Это то сознание или тот ум, который вы задействуете, например, когда слушаете лекцию. It's what you use when you open the textbook. Это то, что вы используете, когда открываете свой учебник. And you study. И вы учитесь. Anybody here ever opened a textbook and studied? Кто-нибудь из вас открывал учебники и учился в ближайшее время? Поднимите руки, кто учится по учебникам. You mean many of you don't study? И что, почему-то не все поднимают руки, вы что, никогда не открываете учебники? How many of you opened a textbook and studied? Давайте честно ответьте, кто из вас открывает книги и учится? I'm more of this. Some of you don't. Но все-таки некоторые остаются, кто никогда не заглядывает в книжки. Very good, very good. Хорошо. You're using this gross mental consciousness when you listen to a lecture or you study through the book. Или когда вы читаете лекцию, вы используете первый вид ментального сознания — грубый ум. Then we have the subtle mental consciousness. Но у нас есть еще и тонкий ум или тонкое ментальное сознание. This is non-conceptual. We're not using the thinking mind. Это уже не концептуальный ум. Здесь мы уже не думаем. How many of you have ever had intuition? Вот скажите, у кого-то из вас были такие интуитивные прозрения? Intuitive. Raise your hand, please. Какая-то интуиция, которую вы испытывали? Поднимите руки, у кого это проявлялось в жизни? Some of you, some more. Okay, good. Some of you have had intuition. Я вижу, некоторые следуют голосу своей интуиции. When you have an intuition, когда вы прислушиваетесь к своей интуиции, you're not thinking, вы особенно не думаете. But your mind is active. Но ваш ум довольно активен. You just have kind of almost a feeling or a notion, a sense. У вас просто возникает какое-то чувство, какое-то внутреннее ощущение. For example, you might have an intuition that today, when you wake up in the morning, you might have the intuition we're going to have sunshine. Например, вы можете утром проснуться и как-то интуитивно почувствовать, скорее всего, сегодня будет солнечный день. Now, during the intuition, there's no thinking. Когда проявляется голос интуиции, вот такой внутренний голос, вы особенно не думаете. After the intuition, when you remember it. Это лишь потом, когда вы вспоминаете, что вы почувствовали в этом интуитивном переживании, вы можете начать думать. Then you start to think, to use the gross mental consciousness. Потому что вы вспоминаете о своем интуитивном переживании и начинаете задействовать более грубое сознание. You might think, oh, I had an intuition. Вы можете сказать себе, да, у меня было интуитивное переживание. And my intuition was, there's going to be sunshine today. И моя интуиция, мой внутренний голос подсказал мне, что сегодня будет солнечный день. And then you say to yourself, well, let's check it. И тогда вы скажете себе, давай-ка проверим, а так ли это на самом деле. Let's see if it's correct or not correct. Давай посмотрим, так это или не так. And so you get up and you get yourself dressed and washed. И тогда вы поднимаетесь с постели, вы начинаете причесываться, умываться. And you open the curtain. И вот вы открываете шторки. And you look outside. Смотрите на улицу. And you say, oh, yes, there's sunshine. И говорите, смотри-ка, действительно солнце. My intuition was correct. Мой внутренний голос, моя интуиция меня не подвели. Or you open the curtain. Или наоборот, вы открываете шторки. And it's snowing. А там снег идет. And the skies are dark. И небеса такие темные, затянутые облаками. You say, my intuition was not correct. И говорите, что-то с интуицией у меня не очень. Now there's a third category which we call most subtle. Но смотрите, на нашей табличке есть еще и третья категория. Тончайшее сознание. These are very subtle states of mind that we go through when we die. Это очень тонкое сознание, которое проявляется у нас, когда мы умираем. When we die, we go through 8 different mental stages. Когда мы умираем, когда мы оставляем эту жизнь, мы испытываем 8 состояний. That are part of this most subtle mental consciousness that we were just talking about. Эти состояния присущи нашему наитончайшему сознанию, о котором мы с вами только что говорили.
the first vision we will have Первое, что мы будем видеть, когда мы будем оставлять эту жизнь, when we're starting the death process, когда процесс умирания только начинается, is like a mirage. мы увидим такое видение, подобное миражу. Do you know what a mirage is? Вы знаете, что такое мираж? Raise your hand if you know what a mirage is. Поднимите руки, кто знает, что такое мираж. Yeah, you all know. How many people have seen a mirage? А кто из вас видел когда-нибудь мираж? Many of you. Многие видели, интересно. The second mental image or vision when we're in the dying process is a billowing smoke, like coming out of a chimney, a smoke stack. А второе видение, которое мы будем видеть, умирая, это видение, оно подобно клубящемуся белому дыму, который поднимается вверх. This is another most subtle mental consciousness. Это еще одно проявление наитончайшего сознания. And the third is like fireflies. А третья картинка, третий образ, который мы увидим, умирая, будет подобен Or искоркам. sparks being blown in the wind from a log whose fire went out. Искоркам, которые взлетаются от полена, которое горело, но вот уже начинает остывать, но от него летят искры. Или иногда говорится, что это видение подобно светлячкам. And both of these are in a dark night. И как вы понимаете, и то, и другое мы видим в глубине темной ночи. And the fourth mental image or appearance or vision is like a flame. И четвертое видение можно сравнить с пламенем. It's a flame that actually is flickering Это and такое it's пламя, about to go out. которое начинает немножко дрожать и вот-вот потухнет. And the fifth we call white appearance. Пятое видение, оно носит название белое проявление. It's very much like moonlight, Оно очень похоже на лунный свет. but it's what we call a non-dual experience. So it's like becoming the moonlight. Но это не концептуальное переживание, и поэтому это как бы приближение к такому белому свету. And the sixth is red increase, like a sunset. Следующее, шестое видение, оно носит название красное увеличение, красное приумножение. Это видение похоже на закат. So these are examples of what we see inside the mind when we're dying. Это то, что мы видим, когда внутри себя, когда мы оставляем эту жизнь и умираем. And then the next И следующее, is the seventh седьмое, vision, which we call black near attainment. It's like a total blackout. мы называем его черным пред достижением. Такое ощущение, что все погружается во тьму. And then the eighth and last we call luminosity, or sometimes we call it clear light. И, наконец, восьмое, последнее, иногда мы называем его свечение, светоносность, или, другими словами, ясный свет. It's an experience of extreme clarity. Мы переживаем невероятную ясность. And I've represented this by a diamond. И видите, в качестве символа я привел здесь алмаз. Because a diamond is extremely clear. Потому что алмаз или бриллиант, он невероятно чистый, прозрачный. One of the better quality diamonds. Особенно если речь идет о бриллиантах наилучшего качества, наивысшего качества. Now, these are now the secondary minds, which we also call mental factors. А теперь далее перечислены вторичные умы, которые также иногда называют ментальными факторами. And I've summarized them into six И categories. я их привел в 6 категориях. And I don't want to go into the details, Я не буду сейчас вдаваться в подробности. but I'd just like to say a couple things. Я лишь хочу сказать несколько слов. The first category has 5 different secondary minds. В первую категорию попадают 5 различных вторичных умов. And they're always present with every primary mind. И они всегда присутствуют, когда бы не проявлял себя тот или иной первичный ум.
It includes an intention, Сюда включается намерение, like motivation. например, мотивация. Like, why am I doing whatever I'm doing? Why? Когда мы задаемся вопросом, а почему я делаю то, что я делаю? Am I doing it because I want my friend to like me? Я делаю это потому, что хочу понравиться друзьям. Am I doing it, for example, study because I want to be more educated? Я делаю это, например, учусь, потому что хочу, чтобы у меня было хорошее образование. Am I doing it because I want to harm somebody? Или я делаю это, потому что я хочу кому-то нанести ущерб. Or am I doing it because I want to help somebody? Или я делаю потому, что хочу кому-то помочь. These are all different kinds of intentions or motivations. Все это различные намерения, различная мотивация. The second one in this category of always present is attention. It's like focusing or paying attention. Следующий ум в этой категории – это то, что отвечает за внимание, когда мы фокусируемся, сосредотачиваемся, уделяем чему-то внимание. Raise your hand if you're now paying attention. Поднимите руки, кто сейчас слушает внимательно. Good. How did you go? Then we have these other categories. И далее другие категории. And the last one is changeable. И последняя категория здесь носит название изменчивый. It means this last one are mostly certain kinds of emotions. Это такой фактор, в который попадают разные эмоции, Also sleep, и в том числе наше состояние сна, which changes to be a positive activity or a negative activity of the mind based on the context. которые могут быть положительными или отрицательными и способны меняться из положительного в отрицательное и наоборот в зависимости от контекста. So let's say we go to sleep and we have a dream. Представим себе ситуацию, что мы отходим ко сну и нам снится сон. And we meet our friend И в этом сновидении мы встречаемся со своими друзьями. whom we're very upset with. Скажем, с другом, который нас расстроил. And in our dream, И в нашем сновидении we start beating up our friend. мы с ним деремся, мы его бьем. And our intention И наше намерение is to hurt them. причинить вред. Maybe because they hurt us. Может быть, потому что этот друг когда-то принес ущерб нам. So in that case, the dream and the sleep are negative. В этом случае наш сон становится отрицательным, негативным, пагубным. Because they're involved with harming. Потому что в этом сне мы причиняем вред. And it means in the future it will bring us harm. И, соответственно, в будущем такое отрицательное переживание принесет вред нам самим. Another example, we're sleeping and dreaming. Другой пример. Мы снова ложимся спать, мы отходим ко сну, мы спим. And we meet a friend we haven't seen for a long time. И в этом сновидении мы видим человека, нашего друга, с которым мы давно-давно не виделись. And we hug. И там мы его обнимаем. We smile. Мы ему улыбаемся. We feel very, very happy. И нам становится очень хорошо на душе, мы очень счастливы. And we tell each other, we're so happy to see you after not being together for so long. И мы говорим этому другу, как же я рад тебя видеть, мы с тобой так давно не виделись. Positive dream. Этот сон будет положительным, Positive sleep. это будет положительное состояние ума. So you can see that sleep is changeable depending on the circumstances. Видите, что наш сон обладает изменчивой природой. Все зависит от обстоятельств. Okay, now, I want to give you a little drawing that I made. Я хочу показать вам рисуночек, который я сделал. To show the relationship between primary and secondary minds. Чтобы вы поняли, какая взаимосвязь существует между первичным и вторичным умами. So here we have a primary visual mind. Здесь у нас есть первичный визуальный ум, то есть наш ум, который отвечает за зрительное восприятие. So we're looking at something, for example, the screen. То есть мы на что-то смотрим. Ну, предположим, что мы сейчас все вместе смотрим на экран. And then we have the secondary minds, these 6 categories of secondary minds. Вторичные умы, 6 категорий вторичного сознания. The pink one is the always present, so those are always going to be there with every primary mind. Красный ум, так сказать, вездесущий, постоянно присутствующий, он всегда есть, что бы ни проявлялось. And then we have the other ones, the positive and the negative, the wholesome or unwholesome.
И дальше у нас есть разные состояния ума, будь то благие или неблагие, положительные или отрицательные. And also the changeable ones. И также присутствуют и изменчивые виды сознания. Then the bell rings. Вот звенит звонок. And we have a hearing or auditory mind. И у нас на первый план выходит ум, который отвечает за слуховое восприятие, за слушание. Listening to the bell. Мы слушаем, как звенит звонок. And we have another set of secondary minds, except the pink one, the one that's always there, are the same. But all the other ones are a new set of secondary minds from those 5 categories. И кроме постоянно присутствующего ума, который всегда проявляется, всегда есть, все остальные вторичные умы здесь уже другие. And then we start thinking about that bell. И вот мы начинаем мыслить, размышлять о том, что прозвенел звонок и что это за собой увлечет. We have a primary mental consciousness. It was the sixth, number 6 in that first На group. первый план выходит ментальное сознание. Это номер 6 в нашем списке первичных умов. And then we have another set of these secondary minds. И вот у нас проявляется уже новый набор вторичных умов. So that just gives you a little more explanation how the mind is like this rosary. Each bead is one moment of mind, and it's changing moment to moment. Это дает вам некоторое представление о том, почему наш ум подобен четкому. Потому что он меняется каждый раз, каждое мгновение проявляется новый Sometimes it's thinking. новый вид сознания. Мы то Sometimes думаем, it's seeing. то смотрим, Sometimes it's то hearing. слушаем. Okay. Next. So I'd like to give you 2 references. Я хочу дать вам 2 ссылочки. The first is my Facebook site. Первая – это моя страничка на Фейсбуке. It's a public figure site, which is educational. Это страничка публичной личности, то есть она ведется мной в образовательных целях. Talking about a lot of the same things we're talking about today. И там я обсуждаю все те же вещи, которые обсуждаю с вами сегодня. And other things about ethics and emotions. То есть еще какие-то темы, которые входят в поле моего зрения, это этика. And the second is a website for an institute called the Altruism in Medicine Institute. Вторая ссылочка – это ссылка на сайт моего института, который носит название «Альтруизм в медицине». And you're welcome to come and have a look at that institute, its website. И я призываю вас обязательно зайти на эту страничку и посмотреть на сайт моего института. And you can write me messages. И вы всегда можете отправить мне свои сообщения. Спасибо большое. Thank you. Now, I've saved some time for questions. Как мы говорили, я оставил некоторое время на вопросы. Because I know this whole topic is not easy, it's complicated. Потому что я знаю, что то, что я вам сегодня представил, это довольно сложная тема для обсуждения. So I thought through having a discussion and questions, we can clear up at least some of the areas that are Мне not so хотелось clear. узнать, что вы поняли, и прояснить ваши сомнения, если что-то осталось для вас непонятным. Yes, please.